Вы, наверное, удивитесь, но астрономы иногда превращаются в палеонтологов. Конечно, они не роют Землю в погоне за костями мамонтов или динозавров. Ученые ищут космические окаменелости ранней Вселенной. Им, например, удалось раскопать реликтовое излучение, то есть тепло, оставшееся после Большого взрыва. Еще им попались первичные нейтрино. Это уникальные частицы, которые появились примерно через секунду после рождения Вселенной и с тех пор практически не изменились. Но свет и другие микрочастицы, согласитесь, не совсем то, чего мы ждем от космических археологов. Тогда, может, интереснее будет галактика GNZ11. Этот космический динозавр образовался 13,4 миллиарда лет назад и состоит из огромного количества звезд. Далекие древние Солнца, несомненно, яркая находка, и к ней стоит внимательно присмотреться. Как давно они осветили небо, и откуда вообще появилась первая звезда? Природные силы просто щелкнули включателем, или это был длительный процесс? Давайте отправимся в археологическую экспедицию по Вселенной, чтобы открыть ее древний звездный секрет. Вместе с космическими археологами нам нужно заглянуть во времена рождения Вселенной и посмотреть, как все развивалось. На основе накопленных данных ученые составили стандартную космологическую модель жизни Вселенной – Лямбда-CDM. Это летопись эволюции мироздания в течение 13,779 миллиардов лет. За неимоверно огромный отрезок времени Вселенная родилась и прошла путь от однородного, горячего и плотного до нынешнего состояния. Вот как, если говорить коротко, проходило детство мироздания. История началась с Большого взрыва, расширение точки сингулярности, в которой была сосредоточена вся материя и энергия. Сразу после него наступила Планковская эпоха. Это минимальный отрезок времени, который неизмеримо меньше секунды. Что происходило в то мгновение, доподлинно неизвестно. Есть мнение, что современные физические теории там не работали, а пространство-время не имело никакого смысла. В то мгновение действовали лишь квантовые законы. Предполагается, что в планковское время еще не было даже гравитации, поскольку она была слита с другими силами. Затем наступила эпоха Великого Объединения, когда гравитация отделилась от остальных фундаментальных взаимодействий. Оставшиеся три – электромагнитное, сильное и слабое – были по-прежнему объединены электроядерным взаимодействием. Ученые думают, что привычных для нас понятий массы, веса, аромата и цвета тогда все еще не существовало. Только в следующие эпохи – инфляционную, электрослабую, кварковую и другие – от первичного взаимодействия отделилось сильное ядерное. Астрономы предполагают, что именно это событие привело к масштабному расширению Вселенной, а процесс аннигиляции материи и антиматерии способствовал появлению обычного барионного вещества. И все эти эпохи пролетели за 10 секунд. Следующие периоды, фотонный и протонный, длились уже 20 минут, хотя для нас это по-прежнему до странности мало. Тем не менее, именно тогда возник первичный нуклеосинтез, очень важный природный процесс образования ядер тяжелее водорода. Примерно через 70 тысяч лет после Большого взрыва вещество начало доминировать над излучением. Эти эпохи астрономы называют темными веками. Приблизительно через 379 тысяч лет после Большого взрыва наступила великая эра рекомбинации или просветления мироздания. Тогда Вселенная достаточно остыла, чтобы плазма стала нейтральной. Электроны соединились с протонами, образовав первые атомы водорода. Благодаря этому наше мироздание стало прозрачным, и излучение получило возможность свободно перемещаться куда угодно. Сегодня мы видим это излучение как космический микроволновый фон. Волны ранней Вселенной записаны в нем в виде крошечных изменений температуры, которые позволяют фиксировать современные технологии. Именно реликтовое излучение позволило космологам рассчитать стандартную модель развития нашего мироздания. Но в ней нельзя найти сведений
Когда во Вселенной появились первые звезды, какими они были, а без этого невозможно откопать в небе их окаменелости. Однако по мере развития науки ученые нашли выход. Его подсказала своеобразная космическая ДНК звезд, их химический состав. За последние 100 лет астрономы пришли к выводу, что звезды не засветились в один момент, как будто кто-то их включил. В каждой галактике они зажигаются в небе миллиарды лет. И, например, в Млечном Пути этот процесс еще не закончился. Однако химический состав мироздания, благодаря синтезу тяжелых веществ в недрах Солнц и вспышкам сверхновых, изменился. В связи с этим молодые светила по своему космическому ДНК отличаются от звездных динозавров. Каким же был геном первых светил? Когда Вселенная стала прозрачной и, как говорят астрономы, наступил ее рассвет, космос состоял из нейтрального газа, в основном водорода и гелия. В новом исследовании ученые утверждают, что в самых первых протогалактиках нейтральный газ формировал невероятно плотные участки теплой материи. Но для того, чтобы появились первые звезды, понадобилось влияние потомков, более холодного вещества, которые перемещались по Вселенной. Эти струи врезались в сгустки теплой материи протогалактик и позволяли им быстро увеличивать массу, достигая еще большей плотности. Ученые считают, что именно таким образом из скоплений теплого вещества появились первые светила. Звездные мамонты были совсем не такими, как нынешние Солнца. Группа ученых из разных стран представила новое исследование, основанное на моделировании звездообразования в ранней Вселенной. Астрономы пришли к выводу, что самые первые звезды имели поистине гигантские размеры. Ископаемые светила были примерно в десятки, а то и тысячи раз больше Солнца. К тому же они освещали небо безумно ярким светом. В ядрах звездных динозавров постоянно шла термоядерная реакция, превращающая водород и гелий в более тяжелые химические элементы. Но это, по мнению астрономов, длилось недолго. Жизнь первых звезд была очень короткой, менее миллиона лет. А после они взрывались сверхновыми. В результате космос наполнялся тяжелыми веществами из ядер этих светил. Среди подобных элементов были, например, углерод, кислород и магний. Вся материя, которая после катастрофы разлетелась по пространству, стали основой для появления следующего поколения Солнц. Сейчас звезды достаточно быстро формируются и начинают светить в небе по сравнению со своими доисторическими предками. Процесс ускорился благодаря тому, что космос сегодня наполнен элементами тяжелее водорода и гелия. Под их воздействием сгустки материи легко сжимаются и, достигнув высокой плотности, запускают термоядерный синтез. Это положило начало бурному звездообразованию во Вселенной. Но новые условия и окружающая среда больше не позволили формироваться исполинам, подобным самым первым звездам. Представляете, что таким небесным динозавром в 1000 раз больше Солнца была бы ближайшая к нам Альфа Центавра? По ночам она освещала бы Землю почти как полная Луна. Хотя подобные гиганты никогда не вспыхнут в нашем небе, им отведена отдельная позиция в современной классификации звезд. При разделении светил на категории в соответствии с их возрастом используются понятия «звездное население» и «звездное поколение». Все Солнца нумеруются в особом хронологическом порядке, не от самых древних к молодым, а наоборот. Это зависит от времени их открытия астрономами. Звезды, которые образовались позже других, например, наше Солнце, ученые нашли первыми. Астрономы отнесли их к первому поколению светил, которые сформировались из остатков более ранних звезд. Благодаря этому во внешних слоях населения относительно много тяжелых элементов. Так, например, на поверхности Солнца свыше 1% от массы составляют кислород, углерод и неон. Более старые звезды относятся ко второму поколению. Они отличаются низкой металличностью. В таких светилах есть элементы тяжелее гелия, однако в мизерном количестве. Конечно, большая часть этих светил давно прогорела и взорвалась, но самые холодные из них, а значит маломассивные, способны существовать очень долго
и жить до наших дней. Самые первые звезды третьего поколения должны содержать только водород и гелий, то есть элементы, которые появились во Вселенной сразу после Большого взрыва. Это пока известно лишь по гипотезам ученых. Первые звезды освещали небо еще во времена рассвета Вселенной, но напрямую их никто не видел и, скорее всего, не увидит. По крайней мере, если верны предположения исследователей о невероятно короткой жизни этих светил – в миллион или максимум в несколько миллионов лет. Однако космические археологи ищут косвенные признаки древних звезд. Какие-то из окаменелостей могли оставить в космосе сверхновые и гиперновые. Если это так, то в регионах молодой Вселенной, где произошли катастрофы, должен существовать сильный избыток рентгеновского излучения. Раскопки залежей этого излучения ведутся на огромном расстоянии. Там находятся более древние области Вселенной и больше шансов найти какие-то следы. Однако по таким отпечаткам в дальнем космосе вряд ли удастся получить более точное представление о массе и размере первых звезд. А вот как насчет времени их рождения? Можно ли узнать точнее, когда они впервые засияли в небе и наступил космический рассвет? Команда исследователей из Университетского колледжа Лондона недавно решила это выяснить. Ученые выбрали 6 отдаленных галактик, которые находятся более чем в 25 миллиардах световых лет от Земли. Сначала астрономы проанализировали свет их звезд с помощью телескопов Хаббл и Спитцер. Исследователи оценили возраст галактик, изучив долю атомов водорода в атмосфере этих светил. Чем старше звезды, тем больше в их составе этого газа. Затем исследователи с помощью самых мощных наземных телескопов постарались как можно точнее измерить расстояние до галактик. В эксперименте участвовали большой миллиметровый массив Атакама, очень большой телескоп, южный телескоп Джемини, расположенные в Чили, а также 2 обсерватории Кека на Гавайях. Но даже такая продвинутая коллаборация обсерваторий не дала желаемых результатов. Помогло гравитационное линзирование, которое применила группа исследователей из Европейского космического агентства. В поисках следов звезд они направили телескоп Хаббл на массивное галактическое скопление MAC-SJ0416. Скопления галактик на переднем плане этого объекта достаточно велики, чтобы преломлять и увеличивать свет от более удаленных небесных тел позади себя. Чтобы все лучше рассмотреть сквозь эти космические увеличительные стекла, ученые разработали инновационную технику исследования звезд. Исследователи удаляют свет от ярких галактик переднего плана, составляющих гравитационные линзы. Таким способом на заднем плане оказываются видны галактики в 10-100 раз тусклее всех тех, что наблюдались ранее. Подобный прием позволил астрономам изучить ранние объекты, существовавшие в промежутке между 500 миллионами и 1 миллиардом лет после Большого взрыва. В ходе исследования удалось обнаружить галактики с меньшими массами, чем у наблюдавшихся когда-либо ранее. По мнению астрономов, именно они внесли основной вклад во вторичную ионизацию газов во Вселенной, позволив ей перейти к своему нынешнему прозрачному состоянию. Проанализировав все данные, ученые не смогли найти никаких следов звезд в древних галактиках. Что это значило? Большой провал? Крах всех надежд? Астрономы так не считают. Отсутствие результата, по их мнению, уже является огромным успехом. Это значит, что к моменту образования данных галактик самые древние звезды прекратили свое существование. Иными словами, первые светила во Вселенной сформировались раньше, чем минуло 500 миллионов лет после Большого взрыва. Ну а дальнейшее уточнение возраста 6 галактик, которое исследовали астрономы, дало возможность назвать уже более четкие даты рождения первых звезд. Ученые сошлись на мнении, что они возникли через 250-350 миллионов лет после Большого взрыва. Поскольку выводы сделаны по результатам исследования сразу 6 галактик, возможность ошибки при расчетах сведена к минимуму. Так ученым стали известны временные рамки поиска отпечатков звезд третьего населения. Но дошли ли до нас со столь древних времен их следы? Мы знаем, что в ядрах первых звезд находилось небольшое количество металлов.
которое образовалось в результате химических процессов. Но тяжелых элементов было еще ничтожно мало. Их можно сравнить с несколькими камешками в чистом песке огромного пляжа. Благодаря подобному составу жизнь ископаемых светил завершилась очень слабыми взрывами сверхновых. В результате таких катастроф железо и другие тяжелые химические элементы не слишком далеко улетели в космос. Ученые склоняются к мнению, что подобные частицы ДНК самых первых звезд все еще существуют недалеко от мест происшествий. Например, там можно обнаружить углерод, смешанный с железом после взрывов доисторических светил. Но как найти такие регионы? По облакам, образовавшимся после катастроф. Однако в небе очень много подобных скоплений газов, и обнаружить в них следы первых звезд все равно, что найти иголку в стогу сена. Несмотря на это, ученые решили рискнуть. И удача оказалась на их стороне. Космические археологи напали на след звезд населения 3 в 3 очень далеких и рассеянных газовых облаках. Чтобы найти в них остатки ДНК звезд третьего населения, астрономы итальянского университета провели анализ света квазаров, самых ярких объектов во Вселенной. Они сияют из-за поглощения огромного количества вещества сверхмассивными черными дырами в активных ядрах галактик-квазаров. Когда свет этих объектов проходит сквозь газовые облака, те или иные химические элементы поглощают его на разной длине волн. Таким образом, по различиям в спектре можно узнать состав газового облака. С помощью Европейской Южной обсерватории исследователи выяснили, что 3 далеких облака содержат очень мало железа, зато в них много углерода и других тяжелых элементов, которые появились в результате смерти самых первых звезд. Астрономы считают, что этот состав указывает на отпечатки взрывов звезд третьего поколения. Тем временем астрономы из Чикагского университета решили поискать небесные раритеты поближе и нацелили телескопы на Большое Магелланово облако. Это яркая полоса звезд, которая видна невооруженным глазом в южном полушарии. Ученые высказали гипотезу, что всего несколько миллиардов лет назад этот объект был отдельной галактикой. Однако он был захвачен гравитацией более мощного Млечного Пути и теперь считается его спутником. Большое Магелланово облако особенно интересно астрономам тем, что многие его звезды расположены вне нашей галактики. С помощью спутника Гайя Европейского космического агентства, а затем и Магелланова телескопа в Чили, астрономы изучили 10 наиболее старых из них. Одно из светил сразу прибавило астрономам головной боли. В нем оказалось гораздо меньше тяжелых элементов, чем в любой другой звезде Большого Магелланового облака. По сравнению со звездами Млечного Пути, это небесное тело также очень бедно углеродом. Астрономы высказали предположение, что странная звезда является прямой наследницей самого раннего поколения светил. Ей не удалось набрать достаточного количества тяжелых веществ, поскольку их в космосе еще было очень мало. Астрофизики предполагают, что в Большом Магеллановом облаке должно обитать множество таких звезд. Исследователи надеются активнее заняться звездной археологией в этой области пространства. Их конечной целью станет составление подробной карты первых звезд, обогативших Вселенную новыми химическими веществами. А мы отправимся в экспедицию к шаровым скоплениям, где тоже вовсю идут астрономические раскопки. Эти области для космических археологов оказались доступны лишь недавно. По словам ученых Стокгольмского университета, шаровые скопления раньше было практически невозможно выявить из-за огромного расстояния между ними и Землей. Однако на помощь пришел космический телескоп Джеймс Уэбб. Он сумел уловить длину световых волн некоторых шаровых скоплений. Проанализировав эти данные, ученые получили много сведений об удивительных шарах из газа под завязку, набитых звездами. Шаровых скоплений относительно много в локальной Вселенной. Так, в Млечном Пути насчитывается около 157 подобных компаний светил. Это очень плотные сферические образования, содержащие от 100 тысяч до миллионов звезд. Все они обладают очень схожими химическими свойствами, то есть родились примерно в одинаковое время, из одного и того же облака газа.
Подобные объекты также часто состоят из старых звезд, которые находятся на пороге смерти. Астрономы считают такие скопления окаменелостями ранней Вселенной, способными много рассказать о химии прошлых эпох. В ходе исследований ученые вычленили 3 изображения 12 шаровых скоплений в инфракрасном диапазоне. 5 из них являются самыми древними из всех известных. Эти долгожители скрывают нечто странное. Каждая из их звезд имеет свое отличное от других космическое ДНК. Этого быть не должно, поскольку звезды в скоплении рождены из материи одного облака. Следовало ожидать, что они почти идентичны по химическому составу. Почему в древних шаровых скоплениях все не так? Пока аномалия является загадкой для ученых. Особенно трудно объяснить, почему многие светила в этих тесных компаниях чересчур богаты гелием, азотом и натрием. В то же время они относительно бедны углеродом и кислородом. Сейчас выдвинута версия, что это может быть следствием горения водорода при чрезвычайно высоких температурах. Процесс протекал внутри невероятно массивных звезд-предшественниц. Их раскаленные ядра находились под гораздо большим давлением, чем у современных светил. Астрономы считают, что мощный звездный ветер, который излучали древние чудовища, загрязнил межзвездную среду шаровых скоплений их материей. Столкновения с меньшими звездами также выносили в окружающее пространство часть материи гигантов. По прошествии времени в шаровых скоплениях родились новые светила. Они унаследовали загрязненный межзвездный материал, в котором есть следы небесных динозавров населения 3. При поисках этого материала ученые обратили внимание на шаровые скопления Колдуэлл-42 в Гала Млечного Пути. Древний объект находится в созвездии Дельфин на расстоянии 135 тысяч световых лет от Земли, то есть в 5 раз дальше, чем от Солнца до центра Млечного Пути. Скопление предположительно представляет собой сферическую по форме область, которая выходит за пределы нашей галактики. Она состоит в основном из темной материи, а также газа. Еще в той области наблюдаются редкие звездные скопления, разбросанные по участку Гала вне Млечного Пути. Сейчас ученые пытаются найти в межзвездной среде Колдуэлл-42 какие-то отпечатки населения 3. К сожалению, пока интересных результатов добиться не удалось. Доисторические Солнца слишком давно мертвы, ведь максимальная продолжительность жизни гигантов составляет примерно 1 миллион лет, а, к примеру, наше Солнце способно протянуть аж до возраста в 10 миллиардов лет. Поскольку первые звезды давно исчезли, их космическое ДНК трудно вычленить из более позднего материала. Однако астрономы не теряют надежду. В скоплении, по их мнению, скрыты области с повышенным содержанием гелия. Это могут быть те самые участки, которые скрывают нужные космическим археологам артефакты. Тем временем успеха удалось добиться при наблюдении за далекими галактиками. Давайте побываем в местах таких раскопок и поглядим, что ученым удалось вытащить на свет. Им попалась целая компания настоящих галактических мамонтов. Однако мы не сможем рассмотреть их в видимом свете. Галактики расположены на краю Вселенной, и из-за красного смещения видны лишь в инфракрасном диапазоне. Ученые выяснили, что галактики сформировались всего через 200-500 миллионов лет после Большого взрыва. Например, одна из них, HD 1.13, появилась в небе всего на 324 миллиона лет позже мироздания. При этом небесный долгожитель неожиданно оказался очень ярким, ничем не уступая по силе излучения молодежи. Но старейшей в этой компании на сегодняшний день ученые называют Сирс 933-16 из созвездия Волопаса. Она сформировалась всего через 250 миллионов лет после Большого взрыва. Астрономов поразило то, что древняя галактика резва как подросток. Старушка рождает светило с немыслимой скоростью, достигающей 101 солнечной массы в год. Правда, сама Сирс 933-16 относительно большая. Ее масса составляет 109 солнечных. Это очень странно для галактики ранней Вселенной. Такие объекты обычно состоят из мизерных кусочков массы, спрессованных гравитацией. Практически невозможно было собрать воедино гигантскую массу на заре мироздания.
Сирс 933-16 по моделям астрономов должна быть в 10-100 раз меньше, однако в реальности ее размеры, как и масса, зашкаливают. Считается, что в галактике насчитывается около 100 миллиардов звезд. Космические археологи решили, что перспективнее место для раскопок ДНК первых звезд трудно найти. Это относится и к другим галактическим динозаврам, которых Джеймс Уэбб отыскал на окраине мироздания. Они оказались значительно больше и ярче, чем ожидали астрономы. Такая высокая светимость может быть связана со значительной массой, поскольку свет галактики исходит от звезд. То есть это настоящие галактические бегемоты, среди пыли и газа которых можно выискать много неожиданного. Но признаков населения 3 в этом огромном звездном доме пока не наблюдается. Возможно, они скрывают сгустки гелия, оставшегося со времен рассвета Вселенной. Однако эта версия еще окончательно не подтверждена. Казалось бы, артефакты первых звезд так надежно скрыты в глубинах космоса, что при современном развитии технологий их не откопать. И тут Уэбб бросил еще один пристальный взгляд вдаль Вселенной. Это, похоже, изменило все. Чтобы узнать об ошеломляющем открытии астрономов, нам нужно вернуться в древнюю галактику GN-Z11, с которой мы познакомились в начале видео. Телескоп Джеймс Уэбб сумел более досконально проанализировать спектр света этого очень яркого объекта. Результаты свели ученых с ума. GN-Z11 одну за другой активно рождает звезды, что удивительно для галактики в столь почтенном возрасте. Как ей удалось сохранить пыл молодости? После анализа спектра GN-Z11 ученые пришли к выводу, что этим небесный долгожитель обязан своему активному ядру. Иными словами, внутри него нашла пристанище сверхмассивная черная дыра, которая активно поглощает материю. Чудовище выбрало местом жительства GN-Z11 не случайно. Ранние галактики богаты газом и потому являлись идеальным блюдом для застолья черных дыр. По оценке ученых, монстр внутри GN-Z11 разъелся примерно до 1,6 миллиона солнечных масс. Для сравнения, масса дыры Стрелец-А со звездочкой в центре Млечного Пути около 4,31 миллиона солнечных. Черной дыре, образовавшейся из умершей звезды, понадобился бы миллиард лет, чтобы вырасти до таких размеров. Она слишком массивна для своей небольшой галактики. Очень активный и прожорливый монстр, вероятно, тормозит развитие GN-Z11, поглощая и отбрасывая ветром слишком много материи. В таких условиях звездообразование может остановиться. После этого галактика постепенно умрет, а вместе с ней заглохнет черная дыра, ведь у нее пропадет источник питания. У этой удивительной космической истории недавно появилось продолжение. Все началось с того, что астрономы решили дополнительно изучить GN-Z11. На этот раз они использовали сразу 2 инструмента ближнего инфракрасного диапазона Уэбба – камеру NIRCam и спектрометр NIRSPEC. Комплексный подход позволил ученым найти следы звезд первого поколения. Что представляют собой эти уникальные отпечатки? Скопление ионизированного гелия на краю галактики. Комок данного вещества предположительно остался после образования ранних звезд, которые повторно ионизировали сгусток своим светом. Трудно представить, насколько горячими и массивными были эти светила. Для ионизации подобного сгустка газа требуется излучение, эквивалентное 600 тысячам солнц. Но главное, впервые астрономам удалось обнаружить следы излучения древнейших звезд во Вселенной в виде гигантского скопления обычного гелия. А затем было получено еще одно свидетельство существования звезд третьей популяции, самых ранних во Вселенной. На след этих небесных динозавров напал очень большой телескоп Европейского космического агентства в галактике CR7. Мы обязательно поучаствуем в этих космических раскопках, отправившись на расстояние 12,9 миллиарда световых лет от Земли в созвездие Секстант. Мы, несомненно, увидим эту галактику в космосе издалека.
CR7 сияет в 3 раза сильнее самых ярких далеких галактик. Исследователи предположили, что в таком ярком объекте легче найти отпечатки первых звезд, чем в ранних, маленьких и тусклых галактиках. Они настолько слабы, что их звезды чрезвычайно трудно изучать. В данном вопросе интуиция ученых не подвела. Приборы телескопа действительно обнаружили в CR7 сильное излучение ионизированного гелия. Но никаких признаков каких-либо более тяжелых элементов там не было. Астрономы считают это убедительным доказательством того, что когда-то в галактике существовало скопление самых ранних звезд. Древние светила, которыми сейчас наполнена CR7, команда исследователей называет потомками последней волны звезд третьего поколения. Они обитали в этой галактике на заре Вселенной. CR7 также дала возможность исследователям выяснить еще один важный момент. Внутри нее были обнаружены компании синих и красных светил. По мнению астрономов, это указывает на их волнообразное, а не быстрое формирование. А как насчет доисторических звездных мамонтов, которые еще существуют в наши дни? Логичным будет предположить, что уж они-то точно обладают ДНК своих доисторических предков. Давайте взглянем, что удалось нарыть внутри них с помощью космической палеонтологии. Астрофизикам известно, что элементы третьего звездного населения, разбросанные после взрывов сверхновых, не исчезли бесследно в глубинах Вселенной. Они вошли в состав облаков, из которых сформировались будущее поколение звезд. Светила с низким содержанием металлов образовались в те времена, когда в мироздании уже были тяжелые элементы после взрывов сверхновыми первых солнц. Однако количество металлов в космосе было еще сильно ограничено. В таких условиях сформировались звезды населения 2, включив в свой состав ДНК самого раннего, третьего населения. Как определить подобных носителей доисторического звездного генома? Особое внимание ученые обращают на светила, которые долго живут. К ним, например, относятся желтые карлики, которые могут существовать 10 миллиардов лет. А красные карлики теоретически способны светить в небе триллион лет и многое рассказать о молодости Вселенной. В настоящее время самой старой считается легендарная HD 140-283 из созвездия Весов, которая находится на расстоянии около 190 световых лет от Земли. Эта желтая звезда во многом похожа на Солнце. Ее масса на 20% меньше, чем у нашего светила, а температура практически идентична солнечной. Однако звезда очень быстрая и по радиусу в 2 раза больше Солнца. В целом ничего выдающегося в ней на первый взгляд вроде бы нет, но возраст светила меняет все. HD 140-283 получила имя Мафусаил в честь библейского героя, прожившего 969 лет. Он считается старейшим человеком на Земле, а звезде нет равных среди небесных долгожителей. Сначала ей даже приписали некое бессмертие, оценив возраст в 16 миллиардов лет. То есть Мафусаил получился старше Вселенной. Но такого быть не могло, потому астрономы решили копнуть глубже. Целых 8 лет они проводили исследования методами параллакса, спектроскопии, фотометрии, свечения звезды. Дополнительно изучив расстояние, яркость, состав, структуру HD 140-283, ученые пришли к выводу, что светило скрывало свой истинный возраст. Только решила не молодиться, а наоборот набросить себе для солидности пару миллиардов лет. По новым подсчетам оказалось, что Мафусаилу 13,7 миллиарда лет. Следовательно, он моложе Вселенной, хотя и на мизер. В то время ни одна звезда еще не освещала небо. Иными словами, здесь опять что-то получилось не так. Тем более, что по составу Мафусаил не относится к самым первым звездам, шарам из чистого водорода и гелия. Вместе с тем, по сравнению с современными светилами, Мафусаил имеет очень маленькую металличность, то есть низкое содержание элементов тяжелее водорода и гелия. Так, железо в фотосфере древнего светила в 250 раз меньше, чем у Солнца, а кислорода меньше в 50 раз. Астрономы относят Мафусаила к популяции 2 и считают, что он прячет внутри себя элементы третьего населения.
Ненамного младше и двойная звезда J18085104, которая вращается в созвездии Ара на расстоянии около 1950 световых лет от нас. Ее возраст определен в 13,53 миллиарда лет, и она считается одним из старейших светил во Вселенной. J18085104 является частью тонкого диска Млечного Пути. Как и многие другие спиральные галактики во Вселенной, наша состоит из двух дискообразных структур – тонкого и толстого диска. Тонкий более молодой, он образовался через 6 миллиардов лет после Большого взрыва. С тех пор основные процессы формирования звезд происходят именно в нем. В этой области галактики родилось и наше Солнце, хотя надо отметить, что в более старых структурах Млечного Пути тоже все еще возникают звезды. Основной компонент системы J18085104 является субгигантом. Он более холодный, чем Солнце, но крупнее и ярче. Второй компаньон очень маленький и невидимый, считается красным карликом. J18085104 уникальна тем, что содержит меньше тяжелых элементов, чем любая другая звезда. Возможно, в ее состав входит рекордное количество ДНК самых первых звезд мироздания. Красного гиганта HE 15230901, который вращается в 7,5 тысячах световых лет от Солнца, ученые считают не менее перспективным для звездной археологии. Астрономы Техасского университета нашли его на окраинах нашей галактики в созвездии Весов. Раскопать гиганта было нелегко, однако помог сверхмощный телескоп ВЛТ Европейской Южной обсерватории. Затем стал вопрос, сколько красному гиганту лет? Чтобы это выяснить, астрономы применили метод радиоизотопного анализа. На Земле его используют при определении временных рамок палеонтологических находок. Однако для точности данных важно было правильно выбрать изотоп, распад которого играл бы роль своеобразных космических часов. Астрономы взяли радиоактивные частицы с периодом полураспада в несколько миллиардов лет. Причем впервые при подобных измерениях для большей надежности они сверяли время сразу по нескольким радиоактивным часам с разной комбинацией изотопов. Все они показали, что звезде уже стукнуло 13,2 миллиарда лет. Светило всего на 500 миллиарда лет младше самой Вселенной. Удивительного красного гиганта астрофизики относят ко второму поколению звезд из-за аномально маленького содержания металлов. Однако тяжелые элементы в составе звезды все же найдены. Ученые считают ее прямым потомком первобытных звездных великанов. HE 15230901 родилась после того, как какой-то из них стал сверхновой. Исследователи сделали такой вывод из-за чересчур высокого содержания в ней так называемых R-элементов по отношению к железу. Подобные вещества наполняют пространство как раз после вспышек сверхновых. Эти ужасные звездные взрывы считаются не только одними из самых мощных и разрушительных во Вселенной. Астрономы надеются, что их последствия могут навести их на след звезд населения 3, особенно если событие происходит в редкой форме, которая называется сверхновой с парной нестабильностью. Его вызывают взрывы звезд массой от 140 до 260 солнечных. Перегретое ядро таких светил испускает гамма-лучи, которые удерживают вместе их внешние слои. Однако получается, что энергия гамма-лучей становится слишком высокой. Тогда они разрушают внешние слои звезды, вызывая неконтролируемую реакцию термоядерного синтеза. В результате несчастную звезду разрывает на части. Модели предполагают, что сверхновые с парной нестабильностью производят уникальные образцы металлов, которые затем поглощают следующие поколения звезд. Таким образом, потомки получают оригинальные, как отпечаток пальца человека, следы ДНК предков в своем спектре. В течение нескольких десятилетий астрономы искали эти сигнатуры на крупных участках неба, переворошив спектры миллионов космических объектов. В ходе одной из таких попыток группа под руководством Флорентийского университета объявила, что обнаружила 166 кандидатов в потомки Солнц популяции 3.
Для этого ученым пришлось проанализировать спектры 1,4 миллиона звезд Млечного Пути. Но все оказалось зря. Ни один из объектов не смог пройти отбор после того, как были уточнены их спектры. В результате астрономы начали сомневаться, что смогут подобным способом найти ДНК самых ранних звезд. И тут, неожиданно для себя, сорвали джекпот. В этом помог китайский многообъектный телескоп с большой площадью охвата неба «Ламост». В редком звездном ореоле, окружающем Млечный Путь, он выхватил уникальную звезду J1010 плюс 2358. В ней оказалось поразительно мало металлов. Также было выяснено, что светило образовалось из материала сверхновой с парной нестабильностью. Исследователи сравнили содержание металлов J1010 плюс 2358 с различными моделями населения 3 и их сверхновых. Они пришли к выводу, что это, скорее всего, прямой потомок звезды массой от 250 до 260 солнечных, то есть первобытного светила среднего веса. J1010 плюс 2358 пока лишь один пример подобной звезды. Чтобы более детально определить природу Солнц популяции 3, астрономам нужно найти больше их потомков. Космические археологи все глубже роют в этом направлении. Одно из удивительных открытий недавно сделала международная команда ученых. Ей удалось найти вблизи от центра Млечного Пути 9 звезд, которые сформировались 13,5 миллиардов лет назад. Всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Эти древние реликты содержат меньше 0,01% железа, что делает их невероятно перспективными объектами для поиска отпечатков первых звезд. Ученые надеются, что разгадка их секретов поможет решить и другие тайны мироздания. Например, как образовались сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. По одной из гипотез, они произошли в результате коллапса огромных и особенно массивных по сравнению с соседками первых звезд. Возможны и другие неожиданные повороты. А если немного пофантазировать, то почему бы не предположить, что однажды космические археологи раскопают в пространстве настоящую звезду населения 3, целую и невредимую. Ну, например, случайным образом один из таких звездных динозавров окажется лилипутом и проживет до наших дней, что вполне по силам красным карликам. Возможно ли такое? А почему бы и нет? Космические палеонтологи порой делают удивительные и непредсказуемые открытия.